Итак, всем снова привет. На повестке дня у нас Kingdom Come. Так, сейчас посмотрим, что у нас. Ну, в принципе, доеду до Варюги, продам вещички. Ну и тогда дальше уже, я думаю, по квесту сегодня пойдем. Уже надо бы, пора продолжать. Еще у нас тут не исследовано. Кстати, может там тоже деревенька какая. Ну ладно. Поехали, в общем, впарим все лишнее. Надеюсь, бандюк сейчас не будет, ибо я перегружен и драться особо не смогу. А, у меня еще и в лошади, наверное. Ускорение. Может быть, из-за меня, ну посмотрим, ладно. Благо есть что продавать. Обошлось без происшествий, и это уже хорошо. А, нет, вот здесь у нас происшествие обычно. Да. Блин, ушки бы отрезать. Ну ладно, успеем. Сегодня на повестке дня еще коня надо купить. Денег уже хватает. Коня, но без для коня там, конечно, дороговатый, поэтому вряд ли получится. Но все постепенно. Так. Можем даже потом вернуться с половцем подраться. Эй, гномик, иди сюда. Кстати, а есть что в лошади-то у нас? Нету, да? Ну и ладно. А че, ава? Кстати, у него есть еще и задание, насколько я помню. В принципе, можно как побочку. I've got some goods here whose owners might... All right. Ну, давай, гном. Так, продать. Ну, топор нам не нужен. Книги тоже. Кинжал оставим. Клюв ворона. Нафиг. Сапоги. Ой. Сколько... О, блин, а у него денег-то и нет особо. Да, печаль. Печалька. Ну, продадим хоть что-нибудь. Остальное на лошадь. Let's talk about the price. Вот. На 1500. Ай. Since it's you. Ну ладно, давай. It's not worth it to me. Ха. Давай 1400. Aye, that would do it. Неплохо. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Так, а что у него за задание там было, я что-то не помню. Может, сделаем. Так, что-нибудь нужно? I'm at a loose end. Is there anything you need? Since you put it like that, I'll think up a task for it. Now, let's see. I've been wondering for a while what I could get for my wife. You want me to get jewelry? Колечко. Yes, indeed. Колечко, Voice кольцо. And that's precise. Have you lost your mind? A great risk. I'm sorry, but I want... Нафиг. Не будем этим заниматься. Тогда поехали в замок и... Или нет, или за I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Так, а здесь есть, кстати, похавать что-нибудь? Нету, да? Ладно, на лошадь сейчас все закинем. Так, оружие.
И у нас так на лошадь чья? Клюв ворона, панский меч, тесак. Блин, или пока с этого Жору уберем, наденем обычный. Ну вот так вот. А, да, точно. Жору мы убрали, надо. Вот. Так. Ну отлично. Половцев мы не пойдем пока драть. Сразу поехали тогда. Куда? Новое задание, новое задание. Или... Тут у нас что? Ага. Рыба. Мархаеды. Стоп. У нас же хромой еще. Давайте доделаем тогда квест с хромым, ну а там разберемся. Нападение на дороге. У нас сейчас день. А давай. Ну, дружок. Юр! Все? А, его только добить. Давай добьем. Это было все похоже, да? А, вот еще один. Ха. Так, все, закончились приключения. Разбойник. Плохой разбойник. Плохой. Фу, быть такими разбойниками. Желто-красные шоссе. Туфли ремесленника. Ладно, это все мелочи. Так, коса. Коса, ладно. Ну ладно. Немного подкачались. Так, а что у нас? Сила. А, вот, мол, 3-12 уровень, да? Ладно, пока не буду тратить. Тут у нас что? Горячая кровь. Берсерк. Ну давай. Все, эти навыки не трогаем. Верховая езда. Скачка в бурю. Понятно. Характеристики, навыки. Ну, пока все. Поехали к хромому. Может, кто еще соизволит? Может, половцы? Ушки пригодятся. Нет. Ну ладно.
уже под вечер приперлись. Так, хлеб сожрем. Мясо. 63. Ветчина. Ну ладно, выкинем. Или дождемся утра. Мне кажется, лучше дождаться утра. Ой, вот как-то так. Все, погнали. Что-то лошадь у меня как не хочет особо ускоряться. А, может она все-таки... Хотя не, в прошлый раз она была... А, я был на перегрузе, ладно. Ладно, это мы диалог пропустим. Поскольку он был в прошлый раз. Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. That's what you call nothing to see. пропустить. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Or all that's left of him. Сейчас покажет красавчика. Sacre. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. Ладно, окей. Так. When did you find the body? And did anyone see anything? Just now. And nobody saw or heard anything. Who was Limpy Lubosh? A poor crofter and a scoundrel. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting in. Так, что-нибудь подозрительное тут было? Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. Do you happen to know where he was on the night of the North? I've no idea. He kept his distance from other folk. Ну ладно.
Ладно, How come he спросим уже, limped? почему он хромал, я уже сам не помню. He got that from some villainy or brawler. Давно это было, понятно, что непонятно. Еще Любуша. Another Что thing там? about Lubosh. Ну все. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Короче, надо здесь всех расспрашивать. Jesus Christ be praised. Да, слава. I've come in the name of... Of course, ask all. That man Lubosh who was murdered. He was a drunk who was always looking for a fight. Nobody liked him much, but I wouldn't wish an end like that on В any принципе, man. раз он был пьяницей, значит, надо в баре спрашивать по-любому. That's all. Поехали в бар. Thank you. С этих вряд ли что выяснится. Это как обычно зеваки собрались. Где у нас там ближайший? Ладно, направо и сразу выйдем. I feel quite hungry. Опа, ты что бегаешь? Че это вы бегаете? Somebody help me! Драка. Now you're fucked. Так, ну говорить-то нечего случилось. Shit! Вот так. Are you... Чё? Давай поговорим. You ж тебе showed помог. him. And did you get the loot back? А что? Что? Я не понял. No, he had nothing on him. Nothing? How come? Так. Кто знает? Do I look like someone you can make accusations against? I didn't mean it like that at all. My apologies. And just so you know, I'm no pinch purse. Here's a small reward. Thanks. Понятно. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. В общем, ничего не понятно, что произошло. При том, что я вроде бы помог чуваку, но при этом чуть не стал преступником. Ладно. Так, будем узнавать про Хромова. Может с этим поговорить. Бедолагой. Ну-ка, стой. Не хочет? Ой, без сознания. Ну, а что там у нее есть? Понятно. Что-то у меня... Ну-ка, давай его в тележку, что ли, положим, чтобы он не сбежал. Damn it, I'm hungry. Ну-ка, получится в тележку его кинуть? Нет, не получилось. Ну ладно. Так, кормчарь, давай поговорим. I'm at your service, Sir Knight. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know nothing about it, but ask all you want. Do you know what Lubosh was doing the day... I was coming from the tavern very late that night, and
I caught a glimpse of someone entering the village. He looked like he was in a hurry. It was only a shadow against the sky, but after what happened, I wouldn't wonder. Have you noticed anything suspicious recently? Come to think of it, he was in church yesterday. He was even talking to the priest and went to confession. I was wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. But I suppose no sin's too dark for God's mercy. That's all. Thank you. Так, все, поехали к священнику. А в кости никто не хочет поиграть? Ну, не хочет, так не хочет. Где у нас там священник? А, ну вон церковь, да. Блин. Да ё-моё, лошадь. Маневрируй сама. Оп, нет, не перепрыгнула. Не осилила. Так, вот он, священник. Damn it, I'm hungry. Ничего себе. Какой там боевой. Ты же священник? Да, отец Багутта. I see you know how to wield a sword, Father. I wouldn't have expected that from a man of the cloth. With a stick. I practiced with a stick. Reminder of my youth and days gone by. The blessings of our good Lord be with you, Father. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty... Did you know Lubosh? What was he like? Bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't... Did you notice anything suspicious recently? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosh was doing on the day Neuhoff was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity of the confessional. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances, and this is one of them. Так. For heaven's sake, Father, can you really look me in the eye and tell me that, when you know you may be condemning innocent people to death? I can, because if I broke that vow, the consequences would be much worse than if I didn't. Maybe not immediately, but one day. The mills of God grind slowly. Father, Lubosh was my only lead to the Neuhoff raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Give me some time and I'll try to think up some way of helping you. Suppose we talk it over in the evening, in the tavern, over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. All right. Thank you, Father. Damn it, I'm hungry. Вечером в кормче. Окей. Так. К торгашу, что ли, заехать? А вообще надо похавать. Ладно, поехали к торгашу. Эй, стой.
Jesus Christ be praised. I've come in the name of Sir Hanish of... I don't know nothing about it, but... That's all. Thank you. 40 монет. Арбуз, ну-ка. Целебные действия. Ничего себе. Срок хранения 3 дня. Энергия 1. Ладно. Фиг с тобой. Hey, watch it. Кому бы во двор заехать, пожрать? А у нас здесь больше ничего нету. Нету. Играть только если здесь, да? Ладно, давайте припаркуемся и останемся до вечера. Посмотрим, что из этого выйдет. О, 6,2. Кстати, я даже не обратил внимания. Ага. Так. О. Ха-ха-ха. Сейчас мы этого босика нагреем. I hear you like a game. Так. Давай 15, фигля. Must eat. О, вот это начало. Так, записать счет и бросить снова. Ну, давай, рискнем. Так, и набор очков и передача хода. Damn it, I'm hungry. Ух ты как. That's all. Обошел меня гаденыш. Так, набор очков и передача хода. Christ, I'll have to get my own ale. Pour me an ale. This'll be the one. This'll be the one. Не сопротивляйся, босяк. Ты все равно продуешь. Ну или я тебя просто убью. Или ограблю. Или то и другое. Ой, 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 ой. That's all. Жрать охота. Так. Ну давай бросим снова. Так. Ну и все, в принципе. Аривар. Так, нету здесь? Нету. Где папку? Нету. Ну-ка, хавчик у нас есть какой? Нет, нету. Джин-джин-джин. Торгаш уже слился. Ладно. Так, а в кормче внутри у нас нет никого.
А, вот он где сидит, елы-палы, давай. To good neighbors. The blessings of our Lord be... And with you, lad. Take a seat. О, давайте только не будем говорить Must об этом. eat. Сядь со священником. I'm sorry I can't tell you everything. But maybe we can work something out. But first I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? I'm from Skalitz. Oh, I'm sorry. What about your kin? They're dead. Oh, I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. They must have been terrible. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl, One beer. even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovna. Folk who tried to take refuge there, but they... My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujitz, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened at Neuhof? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumours aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarrelled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in... But this is a bit more mysterious than others. Let's just say I haven't always been a priest. Fate led me to places where affairs were set. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape. Here, enjoy. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed... Вот началось. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujitz isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon... Our priest wasn't exactly a bard. It has to be something topical. Condemning vices.
And of course, describe. The tongue lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life with a nice moral to them, especially if they're about fornication and similar scandal. Can you give me an example? Pull me one. Well, recently a priest by the name of Jan Hus started I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus, the lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land. They know no mercy. Their heart... You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless... While Jesus Christ walked... Look to your consciences, you robbers of... Amen! As you wish. I mean... Well, this Jan Hus character is... Oh, the congregational... I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most... Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman, and they... No, I don't. What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. If he got out of Prague and came here for a look, Where can I find out more about his... You like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. It's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Вот это предложение по делу. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. Новый уровень пьянства. Новые знания университета. Что за цыпы там? Na kraj padł desej smutek, dodnielo i rano utek, niech już małżeński majstrat, do wczera żylne staje prak, już sej boi słaby murzyn, nechciał bych i kurzy, nawie to jedno, a tacy damy jedno, a Boże ręce gubi jako posledni jen, murmy zwaby, panorama stawy, a tak chyba sudy, a posad se mi sen, tak posad se sen, a ty pal jeden. Ukaż kozy, jako wozy, zejdraje tu solnej ręka, nalejmy hnę, a chodzi ze zje. Tej bleska wybrać go newica, se zitra jeździ Syrianej i to na posłed. Enough of this! Bailiff, come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. Enough! Men, throw them out. You looking for a fight? О, что, Henry, back me up.
Ну что ж, в принципе, как полагается. Сначала бухнули, теперь драка. Ну ничего там, кстати, Святой Отец-то зажигает, я смотрю. Ну, где загрузка-то? Меня сейчас забьют там, наверное. А, во. Так, я пьяный и голодный, да? Ну ладно. Значит, минус 10 интеллекта, плюс 50 сила. Ни хрена не видно, непонятно вообще, что происходит. Вау. Вау, вот это меня заносит. Походу, меня должны просто избить. Нет? А, о, помогите выполнить. Ладно. I could stop by and see her again. I enjoyed it last time. Навестить Терезу. Ха. А, ну это, видимо, после ночи просто задание обновилось. Что происходит-то? Godwin, you're a buffoon. А, ну что, надо идти что куда-то? Или мне надо заболевать, или чё? Куда я попал-то? Я чё, в клетке, что ли? Нет. Что-то меня перекосило. О-о-о. А, вот, тут есть подъем какой-то. Ни хрена непонятно. Это типа мне туда надо подняться, да? А, вот. Лестница, нет? Нет. Блин. Что происходит-то? Какого черта меня вообще сюда выкинуло? Вот это, может, лестница? Нет. Тут церковь же у нас, да? Да, А, надо подняться на колокольню. Так, у нас есть же факел. Вот так будет проще. Это же очевидно. А, вот она какая хитрая лестница-то. Вот она что. Ну, теперь-то стало проще. Главное, церковь не спалить. Так, подняться на А, все, да? Ну, на колокольню так на колокольню. Here we are. Look at this beauty. Oh. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. Она за это не дернула. This is wonderful. Шелунишка. Ah, bloody oath. And now, my dears, comes the climax of the evening. Godwin, you old goat. Come here. Oh. Опа-на. Priest has mounted up. What do you say, Henry? Shall we take a little ride of our own? Вот это попадет. И что, и все, что ли? Отец? Отец. Что было-то, отец? Ну ладно.
что нужно-то? Бе-бе-бе-бе. Well, ну, похоже, я добился его признательности. Теперь-то он должен мне рассказать. И всего-то надо было подраться, нажраться и по... Ну, вы поняли, да. Все, респект и уважуха. Что, опять? Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell. Where the... what the... Я там свои доспехи не потерял, пока кутил. And Henry, didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. О, еда это хорошо. Oh, step on in my head. Наконец-то. Oh my А God. то сплошная огненная вода. My poor suffering stomach. What was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Oh. Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. Да ладно. You have to help me. За тебя что ли служить? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but... You can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look, from what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? Ну, скотина, If это you help me священник. with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. So all at once the confessional seal isn't so sacred? Don't mock me. I won't give you a second chance. Well, all right. But I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubosh. Christ almighty. Fine then. We have a deal. Wonderful. Let's get to it then. Oh, God. Так, пожрать-то можно здесь что-нибудь? Eat. Сесть. Food. О, наконец-то жратва. Я все еще пьяный. Так. Купче. А, я купчу не отдал, что ли? Вот это поворот. Ну ладно.
Что у нас там? Красноречие. Минус. Сила. А, ну да, сила не трогать. Так, навыки. Пьянство 6. Ничего себе. Так, ладно, тогда оставим пока в покое. А если я оденусь? Так. Ранящая стрела дальнобойная. Ну давай пока ранящая. Come on then, what's the hold up? We've no time to waste. I thought he'd never show up. The swill pop. Look at him. He can hardly walk after his Интересно, здесь kick есть last night. телочки, которых вчера это шпили-выли. Just you wait. Look at him. Mother of God, any minute now he'll throw up. I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas at venerabiles a manus suas. Красавчик. Hoc facite in meam commemorationem. Ага, вот она. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Now I'm curious which one of them will puke first. Так. Ну, в принципе, и так должна. Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. Boy has a cheek. Creation has given to every man the power by which he might rule the whole world. But that power does not give him the right to rule.
That right belongs to God alone. It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, enemies, injustice, hunger and chaos, failed harvests, fires, floods and other catastrophes. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver. They show no mercy. Their hearts are poisoned by covetousness. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame! Shame upon them! It is the custom of the gluttonous prelates and monks to preach against sin. But what do they know of us ordinary folk? Let us remember the marriage at Cana, where our Lord Jesus Christ himself feasted with the other guests and drank his fill. And when the wine was gone, he performed a miracle and created more. He, whose companions were poor travellers, simple folk, prostitutes and troublemakers, performed a miracle so the feast could continue. Now that's the kind of sermon I like to hear. No, brothers and sisters, Jesus did not condemn alcohol. Drink to lighten the cross you bear in this vale of tears, but not with such abandon that you cannot keep holy the Sabbath. For there should be moderation in all things, and it is not drinking itself that is sinful, but intemperance and beastly indulgence. He's right. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates. Away with them. We're fortunate to have our good Father Godwin. At least he's a fair and simple man. I say to you, in the words of Jan Hus, he who knows much, let him speak much. He who knows little, let him speak little. Let each speak as much as he knows, and he who knows nothing, let him at least teach his neighbour one virtuous deed by setting him good example and refraining from playing dice and from fornication. And that applies both to priests and to you, brothers and sisters. That's his conclusion? That is all I heard in Prague. Amen. Ну ладно, нормально. Бишоп, привет-привет. Клубничку ты пропустил немного. Но всегда можно перемотать назад. The lad spoke well, considering what a soak he is. He's right, that Hus. The young man shouldn't drink so much, but the Lord's given him a silver tongue. I don't suppose I'll ever get to Prague, and he told it nicely. Well, well, my boy, you have talent, and I can't deny it. And you pulled a thorn from my side. I almost didn't make it. Yeah, I noticed. I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin. So's gluttony. And fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubos tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now, slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you... Well,
Now, Lubos came to me shortly after it happened. His conscience was gnawing at him. And I must say, in the end, he turned out to be a better man than he Ромка, looked. привет. He said they'd been hired through some crony of theirs. And at first, they were just to steal some horses. Ну, в But then смысле, it all где turned новый sour and РТС? people Она started была getting с killed. утра, вчера вечером была. Сейчас я на службе у его хитрейшиства. That would explain something. Lubos kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubos killed the murderer and he's dead too. Всех с праздниками, кстати, и с I выходными need to find the длинными. ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others? Only nicknames. Talked about some fella called Riki from Ledechko, Pius, Timmy. Pious. That lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. And anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Riki from Ledechko, right? Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall too. Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourself. These people clearly mean business. Да уж, And I'd like to мораль сей басни такова. Yeah, I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery. If anyone should ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. I don't doubt it. What is it? Задача не Oh, выполнена. God damn it, my stomach hurts. Так. У меня голод, у меня похмелье, я хочу спать. Да, нормуль, Ромка. Блатной такой костюмчик, я ж в конце концов сын кузнеца. Так, а чё надо, куда последовать задание началось? Чувак, из ледечка. Ледечка у нас здесь нету. А, во. Есть ледечка. Поехали в ледечко. Пожрем там, поспим. Наверное. Правда, я не представляю, как сейчас участвовать в драках. Надо какого-нибудь крестьянина по дороге вырубить. Обокрасть на еду. Бишоп, спасибо. Взаимно. Путник. Путник. Оу. Я еще пьян. Блин. С похмелюги я его, наверное, не одолею. Ладно. Поехали дальше. Явно не с похмелья его пытаться вырубить. Нападение на дороге, блин. Да, к черту. Где там? Че, это все, что ли? А ну, лошара. Ты, что ли, разбойник? Незаметно убить. А давай. Ой, там свидетель. Ха-ха, это бандит. Ладно, давай. Все. И это все лошары. Что там, меч мясника? Возьмем. Продадим. Винцо, гроши, консервант, так, туфли, вино. Да ни хрена себе. Меня все на алкашку сподвигают. А, странник мертв, да. Это был всего лишь странник. Ну ладно. Морковка, хлеб, яблоко. Ну, нормуль. Если что, это не я. Так.
Хлеб сожрем. Улики едим. Так, сытость 61, энергия, шнапс устанавливает, да? Давай, шнапсик бухнем. Так, вино. Ладно, выкинем. Отличное вино оставим. Примочка. Ну, чё, нормально. Поехали дальше. Все идет как надо. Слишком перегружен? Блин. Так, что выкинуть-то? Дубину с шипами, как она попала, я не помню, но неважно. Ладно, вот это выкинем. Еще можно ехать. Блин, опять нападение. Да что ж ты делать будешь? Теперь-то кто где? Люди. Не понял, а где нападение-то? Я ж мимо так не могу пройти. Мне все равно, что путника, что разбойника. Вообще, я не понимаю смысл, зачем постоянно есть, искать пищу там и так далее. Вон она ходит. Зачем ее покупать надо? Взял, пришел, пожрал в котелке. Походу, никого нет. Не знаю, что за глюк. Взял в котелке, пожрал там, хрен знает у кого, неизвестных людей. Взял, он там путника обобрал. В чем смысл, в чем прикол? Ну да ладно. Нам ли быть в печали? Так, куда мы приперлись? О, ну-ка, может в кости еще сыграем. О, сидит, красавчик. Опа-на. Рыцари какие-то. Ты кто? А, разбойники. Here, just as you ordered. Ничего себе. Давай играть в кости. Как интересно, разбойники сейчас бухают, так нормально все. I've got a bit of coin today. What better way to use it? Интересно, с похмелья кости хуже выпадает. Так. Записать и бросить снова. Ну, пожалуй, еще бросим. Так, передача хода. Неспроста здесь разбойники все-таки сидят. Мне кажется, их надо будет вырубить. В конце концов, это благое дело. Ай, ну что там? Нифига там, по-моему, две... А, нет, одна единица. Ладно, пошел. Так, бросить снова. Давай рискнем. Кажись, ничего нет. Да, ну ладно, рискнули. Если чего, его под замесом с разбойниками тоже кокну. Your turn. Бишоп нет, у меня лошадь пока старая. Так, о, 1000. Давай-ка, наверное, все-таки заберем эту 1000. Сейчас уже риск ни к чему такой. Ох ты! Охренеть! Это что он творит? Блин. Ну, вот так вот. Просрал немножко. Finished.
Ладно, я тебя прощаю. Разбойнички. Их только обокрасть можно, да, либо вырубить. Why are you creeping around like a footpad? Я их и вернусь. Вы, ребята, веселые. Так, это надо по округе еще пошерстить. Получается, даже, ну-ка, так, по следу. Выследи вонючку. Ну-ка, приметы вонючки есть какие? Не знает ли кто вонючку? А давайте, здесь-то всех знают. Это же как-никак пивнуха. Заодно, может быть, будет драка. Так, давай, ты кто? Во, давай про вонючку рассказывай. I'm looking for someone they call Riki. That's the tanner's son, Enoch. Where can I find him? Hard to say. He's not around here much. Thank God for small blessings. You could try his folks' place. That's just why we have to get it, right? So no one else tries it on. It's all the same to me. I'll secure him anyway. Just I can't be bothered looking for him. Так, Сивка. Дом кожевника, да? А что, это тоже бандит, что ли? А, нет, это лучник. Вацак. Ты мне сейчас не нужен. Hey, who's there? Это я, почтальон Печкин, на службе у его хитрейшиства. God be with you. I'm looking for a fellow called Riki. Have you ever heard of him? Sure. Why wouldn't I? That's what they call my son, Enoch. Ah, you wouldn't happen to know where he is, would you? I don't know nothing. Don't you at least know where he usually goes? It's important. Enoch shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Watch your tongue, peasant. I'm an envoy of Sir Radzig Kobyla, and this is an official investigation. Stop trying to put me off, and tell me where your son is right now. I apologize if I offended you, young man. But still, I don't know where Enoch is. He turned up at the house a while back, but then he vanished again in a hurry. And you don't know where he went? What? Look, it's been clear to me for a long time that my boy was headed for the gallows. But I'm still his father, right? And you can't expect me to rat on my own son. If you value your son's life at all, you better pray I find him, because I'm not the only one looking for him. That's no surprise. But what of it? If you're here on behalf of Sir Radzig, there's nothing waiting for Enoch but the gibbet. It doesn't have to be that way. If Enoch cooperates, he can save his neck. I can't say you put my mind at ease. But to hell with it. I'll tell you what I know. All right. He was here a few days ago, but he left right away. He looked like he was in a hurry. And you don't know where he went? I've got an idea, but I don't know where it is exactly. I don't follow. Enoch makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. Well, it's not much to go on, but it's better than nothing. Thank you.
Don't you have any clue at all where his hideout could be? I really don't know nothing about that. I could tell when he'd come from there is all. How's that? Because every time he brought some hides for tanning and money. What more do you know? Nothing. I swear to God Almighty, I've said all I know. Hinek never told me nothing. Все, батек не колется. Bloody hell. Start using your head or I'll never find Hinek. How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Anything? Well, he came and went at all sorts of hours. I really don't know. Except maybe one thing. He'd come home scratched with brambles and with leaves and muck on him. So he probably went through thick woods to get to that place. I reckon. What do I know? He had money because he sold the stuff right away. I suppose. He never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? No. But the innkeeper came here now and again and gave him coin. Я уже не пьян. Of course, it could have been for me. Нормально. All right. I'll ask at the inn then. Ну слегка еще пьян. Да. Есть there? такой грешок. Так, значит, в кормчу опять. А это кто? Понятно. Что, погнали обратно в кормчу. Ты чё, опять бандос? Нет, это нет, это бандос. Походу мне сейчас... не то. Unless you're willing to pay, and then you can even touch them. Вот, кормча. Ох, чувствую, сейчас бандосы услышат и захотят мне всыпать. Надо скинуть на лошадь что-нибудь. Так, коричневое панское на лошадь. На лошадь. Ну все нормально. Так, судя по всему, ты... Нет, ты крестьянин, ты крестьянка. Так, с тобой понятно. А где тут главный? Кто тут главный? Скрыть. Может, у тебя? Так, а где же главный? Вот он. Блин, замаскированный, я его и не заметил. I'm at your service, sir knight. I want to ask about the courier's son, Hinek. But ask someone else. I have nothing to do with Riki. He'd only drive my customers away. Really? I heard a different story. I heard the two of you do business together. Who are you, anyway? A friend of Hinek's. He's gone missing and I need to find him. I don't know where he is. But if you find the bastard, tell him he still owes me some goods. Так. I've no time for this. I have to find Hinek and you're going to help me. Am I now? Even if I did know, why the hell would I help you? This is a nice alehouse you have here. It would be a shame if anything happened to it. Are you threatening me? What do you think? So are you going to talk, or do I have to beat it out of you? Fine. Let's get to the point then. See now? Where there's a will, there's a way. I did some deals with Riki, but I swear to God, I don't know where he is. I hear Hinek has a hideout in the woods he uses for hunting game. Do you know where it is? Not exactly. That is... I don't know where it is at all. But I happen to know it's a dark place, a cave or an old mine shaft. How do you know that? Whenever Riki was going poaching, he always came to me first for candles and lamp oil. He brought the game skinned and gutted, so we had to have a light for that. Я в этой пещере был, как-то заезжал чисто случайно. Там как раз разделка была, все дела.
And do you know of any mine shafts nearby? There's a few of them around. There's one on the opposite bank, a short way off the path leading from the forge to the west. Then there's a mine gallery to the east of the village, up in the woods above the cliffs. And I heard there's one shaft on the headland close to the water. Thank you. You're welcome. Watch you don't break your neck, though. It's rough ground, and you could easily fall down a shaft. Aye, nobody knows where he is. Seems he's always wandering off. Так, надо вспомнить, где я катался. Вот, по-моему, я здесь. А, или здесь. А вот, по-моему, здесь. По-моему, здесь, да. У нас, по-моему, точка С, да? Да. Поехали. Ну, так или иначе, из трех два варианта. Но есть, конечно, они все не одинаковые, вот, но я подозреваю, что я был в той пещере тогда. Только я не помню, где она находится. Точнее, не пещера, а шахта. Блин. Лошадка, не подводи. Блин, все начиналось с хромого, продолжается вонючкой, дальше уже боюсь представить. Давай, ну лошадь, давай, давай, давай. Ой, господи, эти кусты. Ну проедь уже, зараза такая. Не, по-моему, шахта не здесь. Хотя похоже. Очень похоже. Не та. Там не было вот этого вот. Посмотрим. Значит, нам нужно ехать вот в эту шахту. Здесь не открытая. Значит, здесь. Ну мы, кстати, прокатимся вот так вот. А где нам ближе ехать? Отсюда или отсюда? Да, без разницы. Дред, привет, привет. Спасибо, тебя тоже с праздником. И с выходными с длинными. Это ли не кайф? Ой, провалился. Хотел узнать, что там. Ну там, по-моему, указатель какой-то. Да, по-моему, здесь шаг. Блин, ну давай, лошадь, давай. Чё ты меня, кто там испугался-то, я не понял. Блин, вот угодило ты меня залезть сюда. Конечно, как все нормальные по дороге ездить. Ха-ха. Да неужто? Давай поступим по-другому. Я что, тоже не могу выбраться? Нет, ты давай, лошадка, не пропадай, поскольку у тебя очень много ценностей. Мы еще должны с тобой заработать.
Так, ну все ясно, значит, шахта интересующая здесь. Кстати, мухавка бесплатная. Это не замануха. Нормально. Мне интересно, как там разбойники сидят, стражи гуляет. О, что это точка интереса? А, ничего такого. Ну, как бы показывает нам все следы присутствия здесь людей. Вот она, да, вот она, та самая пещерка. Ха-ха, Бишоп, с какой целью интересуешься? Врагу не сдается наш гордый варяг. Jesus Christ. Не скажу. What am I to do? Not that I can expect any useful advice from you. At least, you've no more cares. Need someone to talk to? Fuck! Don't kill me. I can explain. I won't tell anyone. I swear, I've no one to tell anyway. Just please don't kill me. I'm not planning to kill you. You're not one of Runt's men? No. Huh. Then who are you? Нет, Бишоп, нет. Не угадал. I come here in the name of Sir Radzig Kabila and Sir Hanish of Leipa. I'm investigating the raid on the Neuhof stud farm. Got no idea what you're on about. Save your breath. If you want any chance to escape the gallows, you better come clean, all right? Jesus Christ. This will never be over. So? Fine then. That Neuhof raid of yours didn't turn out quite as planned, did it? Depends on whose plan you're talking about. We were up to it to grab some loot and bugger off. Only Runt's cutthroats was there to shed blood. What do you mean? А коротышка это, наверное, тот самый длинный засранец. There were two gangs there. Mine and Runt's. We was only there to steal, but they wanted to slaughter everyone. But when you realised what they had in mind, Bishop, you didn't have to go along with it, did you? But we didn't know nothing, Ладно, even though we were going to Neuhof. They told us to keep watch on the courtyard while they were cutting the horses' throats. Jesus, that fucking vexed me. Their horses was the most valuable thing there. When I spoke up, though, Runt gave me such a bollocking I knew I'd better keep my mouth shut. And when they said we was going to kill anything that moved, then we knew there was no going back. I don't suppose you know where they got to after the raid? On the way to Neuhof, Timmy told me he was at their camp with Pius. I reckon that's where they've gone now. Did you know any of Runt's people? Not a one. They didn't talk to us at all. None of their faces was familiar either. The only thing I know is they called that huge chief of theirs Runt, and Pius warned us to watch out for him. За что? Спасибо, я не понял. Did Timmy tell you where the camp is? Somewhere in the woods. He didn't say nothing more. Thing is, Timmy's got quite an imagination. But Pius roared at him to shut it, so I reckon there must be something in it. Who got your two gangs together?
You must have made contact somehow, right? Pius. He comes to us and says he's got this prime job. We're gonna rob a farm, he says. That was a big deal, because mostly we just did small stuff. Hold up on the road now and then, nothing fancy. When they told us how much we could make on it, well, we just couldn't refuse. So Pius knew them? А я больше не расскажу ничего. I suppose, but I don't know where from. We even got paid up front. I should have known from the start it was too good to be true. What happened after the raid? We were waiting for that fool, Timmy. Same place as we met them before, so we'd know where we were, right? Stupid fucking idea. But Pius didn't want to leave him behind. Only when Timmy finally turned up, 2 of Runt's men were dragging him. There was some difference of opinion? You could say that, yeah. They started on us right away that we were traitors. They knew we'd let somebody get away, and now we were going to pay for it. They started trying to surround us, and we knew what was coming. But Limpy took his bodkin and let that fucker have it in the belly. Runt? One of the others. Timmy broke free from them, and we all took to our heels. Luckily, they were so buggered from the raid, they didn't follow us for long. They just shouted that they'd find us. Блин, ну а чё мне? В принципе, мне нужно... That gang of yours, what can you tell me about them? Don't know what you want to know. There was 4 of us. Me, Timmy, Limpy Lubosh, and Pius Pava. Sometimes we'd rob a place or hold up pilgrims. Never nothing fancy. I'm sure you did mischief enough. Who led you? Pius. He was the oldest, and he'd mostly find the jobs for us. Plan them and the like. He got us into that fucking mess in Neuhof, too. What about the others? Timmy's strong as an ox, with a brain to match. You got more sense out of a fence post. Богатая история. I've been with him the longest. Прочим, ну... He's my one and only friend, I suppose. Классно. Where did the rest of your gang end up? You saw Limpy, right? Yes, but he's no use to me now. Tell me where I can find Pius or Timmy. I don't know nothing about Pius. He vanished in the woods, and I haven't seen him since. Timmy, I reckon, went back to the mill where he works. Which mill? Лучше бы это прикончили, а то windmill теперь a bit north of Neuhof. Север Нойхофа. That's all I need to know. So now what do I do with you? Well... Hey, over here! Опа. Oh shit. Runt's people. We've got to get out of here. They're too close. We'll never outrun them. Fuck! At least they don't know I'm here. The 2 of us can take them by surprise. No fucking way. I'm gone. Look here. If you run, they'll catch up with you and kill you. And me too. Together, we stand a better chance. Oh, Jesus Christ. All right. I suppose you're right. Да ладно, что, в лоб их нельзя, что ли, обязательно? What's that? Обязательно Hey, who's there? А, ну да, в лоб. You're in the wrong place at the wrong time. I'm going to enjoy this. Вот, -1. You're... Да, блин, что ты блок-то не ставишь? А куда еще один делся? Так, отмычка.
Хорошо, ну, в принципе, остальное все фигня. Щит тяжелый. Ничего себе, богатые какие буратины. А куда эти два делись, долбоё? Не, вернись. Они в этот, что ли, в пещеру убежали. Я думал, они драться будут. Вообще, по-хорошему, надо бы уже продавать. Да денег неоткуда. Тяжелый щит. Защита 133. Сил 4. Обаяние. Ну, тяжелый щит теперь. Это тогда на лошадь отдадим. Не, они куда-то в лес убежали, походу. Блин. Хотя, в принципе, мне это пофигу. Он-то мне больше не нужен. Ну да. Так. Расспроси на мельнице насчет Пэта. К югу от морхоедов. Во. Поехали в морхоеды. Вот у вас движуха-то в городах, у меня вообще скукотища. Не на что смотреть. Так вот, да? Ночь. Улица Фонарь. Ну, давайте подождем утра. Мне поспать надо, да? Поспать-то здесь не удастся. Ну, нет. Я лучше сейчас продавать не буду, потому что у меня там броня. Давайте дождемся утра, съездим к Мелику, а там посмотрим. Хавка. Но хавка не нужна. Здесь главное в кусты не врезаться. Ох ты, еще и коровки здесь. Либо так, но лучше в обратку.
Так-то вот на парад Победы, да, у нас вот, допустим, в Москве, когда эти авиация была, там тоже они фактически, ну как в Москву летят, над бушками пролетает, довольно необычное зрелище. Все-таки в мегаполисе видеть авиацию. Так, ладно, путника мы сейчас не будем трогать. У нас сейчас другие задачи. Кусты-то, может, и такие же, да вот, блин. Эти кусты прям невозможные. Вот ведь бандиты. Ой, ой-ой-ой. Ничего себе, вот это я провалился. Хорошо, там бандосов никаких не сидело. Мне бы поспать сохраниться, а то много столько пройдено. И все по новой, если прибьют, будет обидно. Так, здесь мне надо пэта найти. Но может быть втихаря поспать. А, вон он идет. Блин, поспать негде. Негде. Ладно. Крестьянин. Ну, в принципе, он мельник у нас, поэтому. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. Так, я разыскиваю Петто. Do you know Timmy? He's a big man and, A complete numbskull? Aye, he works here. Or he used to, I'm not sure. He vanished a few days ago. Far as I know, no one's seen him since, but try asking his sister, Mirka. She works here too. Так, а продать тебе ничего нельзя? Ну, видимо, нет. Хотя с тобой разговаривать. Так, сеструха, ты где? Скрыть. А вот и сеструха. I'm looking for a colossus by the name of Timmy. I heard he works here. I don't know anyone like that. А это что за звездочка, тип на шару? Listen and listen well. It'll be better for everybody if you tell me. I'll be happy to know where I can find him. You'll be happy I don't have to get nasty with you and Timmy. I'm sure Timmy will be happy to stay alive. You don't want to hurt him? No, like I said, I just want to talk to him. All right, but not here. We'll talk round the back, behind the mill. Ну давай, иди вперед, телка. Что еще возьмет, меня прикончит. Я знаю, можно бухнуть. Так, снадобье, вино. Ну вот, примочка. А причем выберите что? Так, на вещи. Питательность 5. Энергия. Алкоголь 0. А почему вот эта примочка, не пойму. Ну давай охотничья стрела. Я не знаю. Ранящая стрела. Ну и чё? То есть эти отравляющие все-таки. Тогда, ну ладно. Так, целебные действия, энергия, алкоголь 13%. Ладно. Так. Ну, рыцарь алкоголик, ну ладно.
Сойдет. Насчет погоды, ну, у нас морозно в Москве. Но сегодня солнышко в первой половине дня было. Сейчас уже так тучками затянуло. Сейчас я где-то, наверное, через полчасика уже стрим завершу, пойду по делам. Here I am. So, why all the secrecy? What do you want from Timmy? Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. Why do you care so much? He's my brother. He's not very smart, you see, and he's always getting led astray by his no-good friends. And now there's some right peculiar characters looking for him. Who are they? I don't know, but they look like cutthroats, and they said some strange things, but I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him anyway. Tell me where he is, and I'll take care of him. He's hiding at the Colburn farm, over by Merhoyed. Опа. Блин, ну вот как назло. И чё, если я сейчас сдохну? Ебать. Вот как чувствовал. Блин, с одной стороны неплохо было подраться, а с другой стороны я боюсь. I get the feeling you're looking for someone here. I'm looking for someone too. Maybe we could help each other. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. I'm afraid I don't know anything about him. That's a shame, a crying shame. I take good care of people who help me. Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a smart fellow like that at the camp. You have an encampment somewhere? Well, sure we do. And no shortage of coin if you're ready to earn it. Where is it? Ha! All in good time. First prove we can trust you. Help us find Timmy. He's at the Colburn's farm. Right back where he started. Are you yanking my pizzle? Well, excuse me if I take that with a grain of salt. I'll just leave Radan here to keep an eye on you. For your own protection, you know. Come with us if you got the stomach for it. If not, come and find us in the Samapesh Tavern when it's all over. Or we'll find you. С другой стороны, конечно, Пэта жалко. А где он находится-то все-таки? Так, а где... А, это вот, да? Do you have to keep buzzing around like a shit fly? Не, ну, с другой стороны, я так и так к ним попаду. Одно дело по-доброму, другое дело по-плохому. Бедняга там бегает, запутался. Ну, если я плохой мальчик, я так к ним... А может быть и правда внедриться в банду, чего уж там. Тогда лучше поспим. Конечно, сестра его мне уже не даст. Ну ладно. В принципе, и других хватает. У меня еще там Тереза
На мельнице ждет. А может, кстати, с ней поговорить, нет? А, подкрасить. А поспать там не удастся. Ну что, подождем пару часов. С севера и юга, но это ты, конечно, махнул. Эх. Ну, ладно, в принципе, что меня должно беспокоить судьба этого пэта. В банду внедримся. И будет славненько. Правда, они могут опять-таки либо меня наебать, либо заставить еще какие-нибудь миссии проходить. Я-то просто решил обойти миссии. Так, что они там вернулись? Нет? А, они все еще идут. Вот заразы-то какие. Где бы поспать? Поспать-то и негде. Этот хер все бегает за мной. Да на самом деле в последнее время снег редкость везде. Как-то что-то поменялось с климатом. Хотя сейчас, да, нас тут завалило недавно, вот, но что-то вот сбилось в погоде. Тут надо даже не переводить время, а переводить сезоны. Месяца сдвигать. Чё, напал на меня кто-то? Ой. Bring it on! Как так-то? Блоки, что не ставишь? Блин, вот невезение такое. Почему? А, ну я устал уже, да? Я не понял, что произошло. Уголь. А какой черт уголь? Ладно. И что теперь? А, эти в доме сидят. Так, журнал. Посмотрим, в принципе, это... Блин, поспать бы, ё-моё. Не, ну можно у Пэта, конечно, поговорить.
еще и по балде получил. Все закрыто. Почему нельзя на сеновале завалиться, даже на травке? Стоило. Пожрал, умылся, а вот поспать бы, поспать, сохраниться надо срочно. Ну, а дверь открыта. Ну, пропусти, эй. Clear off before I have you thrown out. Сматывай удочки. Да, не поспишь здесь. Damn. Ну ладно. Блин, обидно за прогресс, да и жизни мало. Что делать? Можно еще бухнуть, конечно, хотя я так алкашом стану. О, кстати, сытость. А давай еще пожрем. Ох, переел. Алкашки нету. Где бы здесь поспать? Бали. Иоганн. Дозорный. Здесь, в принципе-то, ни хрена и нету. А вот это что за лагерь? Там лесорубы, по-моему, у нас. По идее, у них можно поспать. Если, конечно, это лагерь лесорубов. Так, нам куда двигаться? Нам надо левее. То есть вот туда. Как-то не гостеприимно здесь. Почему на травке-то нельзя развалиться? Там какой-то лагерь разбит. Что это? Ага. Ну здесь вроде все свои. Пересталище. По идее здесь должен быть какой-то привал. Расхавка есть. Да, о, есть привал. Нам нужно выспаться, а потом мы тогда к этим дуракам придем. 12 часов. Зашибись. В кормче можно, а так кормчи-то нету в этом городе. Тут только конюшня и жрачка, и все. Ну, это ж там было это овощи нарисовано, это как его, господи. Ну, торговая лавка, кормча там не было. А в другую кормчу ехать, ну а смысл? Вот тут рядом все. И платить не надо, и хавка вон уже готовая. Хотя у меня хавка... А, ну, да, в принципе, если я сейчас поем, я даже переем.
Хорошо, хоть не хинкальная. Блин, чё ж так долго время-то идет? Кошмар какой-то. О, красавчики ходят, их можно тоже обобрать, всех попробовать. Но я думаю, мне накидают зрителей. Ладно, мы сохранились, у нас все хорошо. О, надеюсь, походу можно еще и поговорить с кем-то, какие-то задания брать. Наверное. Точильный круг. Ладно. Ты кто? Тоже жрет, сидит. Так, ну мне надо ехать вниз, да? К дому. Поехали. Сегодня, походу, вступим в банду. А, вон дом, прям рядом. Ха. Бандосы орудуют прям под носом у стражи. А вон там это гоняется. Че, все убили? А, без сознания. Так. Ой. Ну что, убить его, что ли, или что? Поговорить мы не можем. So we meet again. I was hoping you'd help us out with Timmy, but never mind. Блин, не удастся его обхитрить. With all due respect, that's none of your fucking business. Sure, it's none of my fucking business. Just like you say. It's true you've shown what you can do. Timmy could testify to that. If he wasn't chopped to pieces. Maybe I do have a job for you. What kind of job? The kind of job you don't ask too much about. And unless you ask... Why not? Asking questions never got me anywhere anyway. Glad... Alright. But how do I find that lair of yours? It's an abandoned village. I believe it used to be called Pribyslavitz. If you go upstream, along the creek that flows into Rovna from the north, from the wood... Thanks. I hope I can... Oh, and if anyone gives you trouble, say I sent. Well, then at least tell me what they call you. Moorcock. Henry. We'll see you at the camp then. Как интересно, может быть, Come on, boy. все-таки с этими чуваками позлодействовать. А тело что, исчезло? Нет? Ну-ка. Гроши есть. Хе-хе-хе. Олени рога. Все, ладно, хорош. Ладно, фиг с ним. Сейчас доложим, пойдем вынесем наконец-таки уже это логово, закончим квест. Воу, ничего себе. А он что, один остался без стражи? Может его тоже развалить?
Так даже, наверное, быстрее будет, чем бегать, искать всех. Или, может быть, исследовать самому для начала. Ну ладно. Так. Кто ты? Стражник. А, вот он, пан. Ёлы-палы, какая встреча. God be with you, lad. What can I do for you? I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. I went to Uzhit, where they told me I could find Lubosh, only someone had murdered him. It seems they're trying to cover their tracks and get rid of witnesses. Indeed. The whole affair's becoming ever more suspicious. Have you any further clues? I found out about another one of them, a crony of Limpy Lubosh's. They call him Riki, and he comes from Nadechko. You're doing a good job. Лучше не You need to ему, be лучше careful. сотнику надо отдать. Have you found this Riki fellow? I'm afraid my news isn't good, sir. I might have expected as much. Tell me the worst. Правду матку. This Riki fellow was hiding out in the woods, and his former accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosh and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering whoresons weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is, they have an encampment in the area, and they're getting ready to make more trouble. Sakra. Anything else? That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. About that encampment, sir. What is it, lad? I managed to trick one of them into agreeing to take me into their camp. Indeed. Ну That да. was quite a feat, but I don't want you taking risks like that. И этот Alone in a camp full of cutthroats. I don't like the sound of it. I don't know much apart from where it is. We really need to find out more. Could you go back there and try to discover anything that could help us in the assault? The more we know, the better. And if you could carry out some sabotage while you're in there, it would be invaluable. But don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. Certainly, sir. That is... Так, ну что ж, I'll do what I лагерь can. так в лагерь. That's what I like to hear. Погнали. You'll be our eyes and ears, lad. Our success will depend on what you find out. Go, and get back here as soon as you can. Meanwhile, I'll muster my men. I'll find out what I can and be right back. Но для начала надо все-таки скинуть шматье и купить лошадь покруче. Для этого нам надо вернуться. Для этого нам надо вернуться на мельницу. По дороге, может, сейчас еще кого обдерем. Тем более, я думаю, в лагере разбойников можно будет свистнуть что-нибудь интересненькое. Попробовать, по крайней мере. Эй, давно не виделись. Так, с лошади надо все забрать. Ну, кроме святого, наверное, этого. Меч святого мы оставим, он вроде как самый пиздатый пока. О, лысый, стой. Лысый бородатый.
God be with you. I've got some goods here. Who's... All right. О, 4500, вот это по-нашему. Дубина, клюв, перчатки, такой. О, и рога он стал дороже покупать. А все почему? А все потому, что прокачивается с ним торгашка. Так, сапоги. Ничего себе. Ну что, нормально на 4.1. Может, с ним еще и поторговаться. Let's talk about the price. А чё меня не узнали? Я ж это, ну... Alright, А, ты имеешь в виду там этот тоже коротышка? Aye. For that amount, I can be О, persuaded. он согласился так быстро. Чё, отлично. Сколько у нас там деньжат-то? Охренеть, 11 тысяч. Ну что ж, красавчик. Так, где у нас там этот лагерь-то? А, это зубы. О, погнали в ровно. Бишоп, а их читать нельзя. Ну как читать? Только если самому, то есть там просто открывается книга, я что-то показывал, и она листается туда-сюда. Я не все такие. Вот, ну там как бы прокачивается по мере чтения, когда листаешь. Вот. Ну, в принципе, хрен бы с ними. Неохота что-то заостряться на этом. Тем более, я думаю, если уж совсем охота будет почитать, можем отдельно сходить в писарь и выкрасить все эти книги по новой. Наверняка появились. Я предлагаю героя сокращенно не Ингрих, а Изи назвать. Пусть будет Изи, так проще. Нападение на дороге. Отлично. О, разбойнички. Сколько вас там? Один? Один это хорошо. Один это не 10. Ах ты! Классно он так подлавливает. Не понял. А что со мной? А, это второй. Ничего себе. Судьба злодейка его подкинула. Ладно. Так, венцо мы возьмем. Меч бюргера, перчатки. А он ничего, так богат. А, и лук еще, лук. Охотничий лук. Ну... Скизил, ну это херня. Так, а где там второй? Куда-то скатился. Наверное. Блин, а куда он делся? Или это один и тот же был, парня? Я просто что-то тогда не понял. Вроде да был другой. Он там на дереве случайно не повис. По идее, я его здесь тыкал, и он мог свалиться. Ой, собаки там лают где-то. По идее, мог свалиться. Поганец.
Что они вроде даже по-разному были одеты. Вот он. Так. Ничего себе поборник. Так, ранящая стрела, это классно. Пробивная тоже ничего. Где там лошадь-то? Кобыл, ты где? Куда кобыл делась? А, вон она. Так. Оружие. Кинжал, меч бюргера на лошадь. Охотничий лук из кизила на лошадь. Поборник. Ну ничего, такой ловчик-то. Нападение нападением, а здесь уже просто... Я даже не знаю, но... Тут вообще у кого супер-пупер крутые доспехи-то можно покупать? Что может быть круче того, что я уже нашел? Не, а мельник, что я у него и так все бабки сейчас вытряс. К нему сейчас не резонно ехать. Это надо хотя бы спустя сутки-двое. А, родные пенаты, все горит, дымит. Труп-то хоть убрали или так же осталось? А, нет, все похоронили. Ну, почти. Ха. Короче, никто не захотел прибираться, ладно. Получается, в самом начале, когда меч у меня отобрали, и за ними якобы стражники погнались, чушь они не причесали-то все. Все ж под носом. Да, насчет починки согласен. Надо чинить уже, пора потихоньку. Там у меня наручи или что-то такое уже ломалось. Ну ладно, это уже потом. Сейчас у меня лошадь опять будет полна. Полна доспехов. Эй. Может, бревна-то может переезжать еще на. Ух ты, место охоты на кабанов, это классно. А, так мне надо... А, так мне надо вообще, в принципе... Крутиться, значит, мне надо идти вдоль речки, насколько я помню. Поехали вдоль речки. Но это хорошо, что я место охоты кабанов нашел. Дополнительная добыча. Хотя, по сути, здесь, ну, достаточно иметь меч, броню. И дальше уже, вон, кататься, разбойников расчехлять. Точнее, расчехлять своего маленького разбойника и обдирать несчастных прохожих и нападающих. Нападающий, правда, не сразу знает о том, что они несчастные. Ну и, в принципе, отличный заработок. Да что ж такое-то? Окстись, лошадка. Эй, ну давай залезь, ты ешкин ты кот. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. Блин. Ты... Отлично. Прекрасно ты забаговалась, я понял. Я-то хоть выберусь? Выберусь, это хорошо. Так. Не, а где я что нашел-то, я не понял. А, во! Он прям передо мной. Ага.
Лошадка, не отставай. We could launch a sneak attack from here. Ой, ты что бегаешь? Да, сам могу чинить. Hey, you! Haven't seen your face before. Who are you? Так не, а чё не полезть? Мне же... Moorcock told me to come here. Moorcock, eh? All right. Come with me. I'll take you to him. Мне ж наоборот надо разведать все. Сейчас разведаем, а потом уже будем всякую еду отправлять. Неплохо они тут живут-то, я смотрю. Ух ты, какой серьезный. О, он не половец. Ничего себе. Ну, веди. Чё ты? Не, сейчас. Ну, как бы все не обязательно. Осмотреть в лагере и добыть полезных сведений для нападения. А соответственно, раз я... Вот, видишь, задача выполнена. То есть, как бы мне все равно нужно проникнуть в лагерь. А вот теперь надо вернуться. Так, ты меня проводишь или нет? Вот это Макс, нет, это разбойник. Сударь, вы меня проводите? Молодой человек. Ты где? Не понял. Nice bug. Nice bug. Не понял. А за кем мне следовать-то? Зачем мне за этим? Давай. Ну тут получается половцев куча. Да это даже уже не разбойники, это саботаж какой-то. Да, алебарда, алебарда. Но сейчас алебарда не получится такую хватить. А, меня все-таки схватили? А, нет, это не я. А кто это у нас? О. Do you have anything to say? I didn't do nothing wrong. Let me go. Nem csináltam semmit. Engedjetek el. Ez hazugság! Az egész az ő hibája volt. I heard you had some trouble with our Cuman brothers. Kiprovokálta a harcot, amikor a szamuráival leszúrtak két embert. He started fight. His friend killed 2 men. Just even dogs, sir. Don't listen to what they have to say. For the last time, Sigismund's mercenaries are guests in our camp, and we treat guests as our own. Mi itt vendégek vagyunk, ezért tisztelettel kell, hogy bánjanak velünk. Igen, ennek így kell lennie. How do you want to punish him? Milyen büntetést tartogatsz számára? Engedd szabadon. A többiek emlékezni fognak rá. Let him go. Others will remember it. You let these dogs tell you what to do, and you call yourself a leader? No more unnecessary fighting. We are one camp, one army. So fucking remember that! Inkább ne kezdjük. Go stick your nose somewhere else, А вот и Макс. arsehole. Че, с ним поболтаем? Может, что выведаем еще? Hey, Henry, Непринужденный you found us then. Wait here. I'll go get the chief. Блин, главного, это надо бежать. По-любому надо бежать. Главного, это что он здоровяка этого приведет, по идее. Hey, watch it. I'll remember you. Я тебя запомнил. Ну что, рискнем?
Hey, can you tell the chief there's a new fellow here? A new fellow. All right, I'll tell him. Ну, сейчас попробуем. Не, я понимаю, а может меня не узнает, а? Are you serious? What are you gaping at? Я вот лошадь позвал, в принципе, если что, попробуем свалить. Ну, интересно же, что будет в конце концов. Вряд ли игра закончится на том, что этот главный меня узнает. А здесь у нас кто? Кто там заскучал? Рейнджер одинокий. Ну что там, главный-то идет, нет? So now what? Hang on, the chief will be here any minute. Нет, Бишоп, нет. Я хочу посмотреть, что будет. Что же будет? Ну, вряд ли они меня распинают-то, правильно? Не должно же на этом закончиться. Это же сюжет. В конце концов, он должен меня не узнать по сюжету, по идее. А я должен буду вернуться и подтвердить, что он здесь. Блин, ну он меня может и узнать. Хотя я вроде так не бритый слегка. Может и не узнает. Тем более на общем фоне, может быть. Хотя не, но все равно. Не должен узнать, не должен. Very good wine. Что-то какой-то отмороженный чувак сидит. Well then. Они все какие-то не очень приветливые. Is the chief coming? Aye, he's on his way. А вот и главный. You're the new Только one. не тот. Who are you? Henry. Moorcock and his men invited me to... Moorcock and his men, eh? That's funny. Ну, короче... Because Moorcock ain't got no men. Короче, They're all нет, не runt тот, men значит, here. меня не должны узнать. Oh, I didn't know that. Well, you wouldn't fucking know, would you? Since you don't belong here. Какой недружелюбный. Well, Moorcock said you pay me. Moorcock's a loudmouth and an idiot. If he told you anything, either he lied or he didn't know what he was blabbering on about. Nothing personal, but it seems it's not your lucky day. Kill him. Прикольно. Не, ну я должен был попробовать, парни. Спасайтесь бегством. Так, а где моя лошадь? Воу, 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 воу. Драка, 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 драка. Валим, 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 валим. А, нет, меня сбили. Забавно, конечно, получилось. А эти что, не в курсе? А, не, уже в курсе, да? Ну, этим, по-моему, пофигу вообще. О, точка перехода есть, отлично. А, не, их много, их много. Эх, а где моя лошадь? Нет, не все, не все, я бегу. Но задача выполнена, спасайся бегством. А, черт, они тоже бегут. Где моя лошадь-то? Я не пойму, ее забили, что ли, насмерть? Хо-хо-хо-хо-хо. О, ты догнал. Так, сколько их? Давайте попробуем, может, дать отпор. А вдруг? О, и навык дикарь включился. Блин, да. Не получится против толпы. Со всех сторон лупит.
Да, ну ладно, я должен был попробовать, господа, на самом деле. Не все так гладко прошло, но с другой стороны, почему бы и нет. Почему бы и нет. Я просто был обязан попробовать. А, он сохранил, кстати, точку. Во. И точка есть. А лошадь есть? А, во, и лошадь есть. Ну, на самом деле, саботаж я не смогу устроить, поскольку я слишком шумный. Но мне надо даже... Мне можно даже... Все равно даже нужно зайти. Hey, you. Так, меня прислал Макс. Moorcock, Пойдем, мне все равно нужно разведать территорию, чтобы уже идти докладывать этому дураку. А можно, кстати, вообще его вырубить нафиг. Тут второго почему-то нету. Good ground for a big fight, but not much cover. Так, ну все, можно даже возвращаться к пану. А что там? Ну-ка. Мост. Задача не выполнена. А, ну, судя по музыке, меня сейчас захотят убить. A stockade. Что там сказал? A handful of men could hold it for quite a while. Я знаю, что сделать. Я думаю, вы уже догадались, что нужно его обобрать. Ха-ха-ха. Так. Опа, запалили? Ой. Интересно, они будут драться со мной только на кулаках, пока не достану оружие. Так можно их будет запинать, в принципе-то. Оу, 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 ничего себе, больно бьет как. Эй, так нечестно. Так кто? А, вас трое даже, оказывается, а тут еще. Что ж. Ну, хорошо, допустим. Допустим, эксперимент не удался. Ну там, может быть, там все-таки был намек такой, что или беги, и типа намек в этом. We could launch a sneak attack from here. Не, мне кажется, что здесь все-таки кинут на деньги. А вот этого можно вырубить на самом деле. На самом деле-то, если там он один все-таки. Главное вот эту местность раскрыть. И вот этого можно снять. Тут, по идее-то, больше никого нету. Вот. Нормально же. Альберт, привет, привет. Так. Сейчас все самое ценное возьмем. Ох, ничего себе. Находка прямо. Охотничьи дальнобойные не нужны, ладно. А что, на перегрузе? Да. Надо было лошадь все закинуть. Надо... А, вот. Блин, лошадь меня напугала, по-моему, больше всех. Так, половецкий лук надет. Ой, что сделал? Я его снял, да? Ну ладно. В принципе, фиг с ним.
А чё не пишет? А, во, осмотрелся. Так, так. Ага. Вот можно еще того попробовать снять. Пока он патрулирует. Хотя тот может и пропалить. А, вон еще один идет. Блин. Можно постоять, подождать. Да не буду я прятать, видишь, нормально. Чё такое? Хотел поинтересоваться, кто я такой. Ой, что меня спрашивает? I can't understand a damn word you're saying. Is there a man called Moorcock? Moorcock. Vagy úgy? Szóval azt a részeges csehet Machot keresed? Yes, that's right. Moorcock. Take me to him? Rendben, oda vezetlek hozzá. Ő majd foglalkozik veled. Так, отбрехались. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот так, без палева. Точка перехода открыта. A bridge. That'll make it easier to cross the earthworks. There's open ground on both sides of it, but it's the fastest route for an attack. Ладно, поехали. Доложимся чуваку этому пану. Я думаю, можно атаковать. Но предлагаю сделать это через торгаша. Враг. Сейчас нету ночь. Так, а кто там враг? Где? Где враги? Непонятно. Опять глюк какой-то. А, ну, наверное, просто рядом с местом дислокации. А, я в битве участвую. Блин, а кто здесь? Засада, что ли, какая-то? Дред. Ну, пищик, я его себе таким представлял. Где-то разговоры. Вообще, пищик для меня больше все-таки это гороховые стручки. Вот это пищик был, так пищик. Где-то же были разговоры, но нету вроде никого. Или может меня уже проглючило. Или Изи почувствовал опасность от того кролика на дороге. Вроде все. А. Ай, такука! Ай, такука! Ой, как интересно. Он был один или нет? Вроде один. Понятно, очень дозорный. Чё, нет? Нет. А, уж ты какой красавчик. Лучник, значит, в дозоре стоял. Все, сюрпризы закончились. Кстати, во, еще уши. Наручи, лук. Пловецкая шапка, кожаные перчатки. А чё, уха нету? Как так?
Блин, да здесь столько всего интересного. Шпоры, сабля, шлем. А почему ушей-то их нет, не пойму. Или там только с тяжело вооруженных? Так, лошадь, сабля, лук. Что, нормально, по-моему. Сейчас, наверное, тогда с лошади все разгрузим, продадим бородатому. Меч отложим в сундук, чтобы его не потерять. Купим новую лошадь. И потом можно будет грабить лагерь. Ну, точнее, не грабить, наверное, это так только на дороге неинтересно. Точнее, не грабить, а уничтожать. Да, бишь, да, я знаю, лук положил на лошадь, это я помню. Так что, в принципе, планы таковы. Заодно как раз можно будет отоспаться, восстановиться, отожраться, ехать к пану и уже, скорее всего, ну, раз просил разведать, значит будет штурм бандитского лагеря. Посмотрим, может еще какая жертва на меня нападет. Нет. Скорее всего, сейчас будет путник. Да. Почему-то все время реагирует на этого путника. Уж сколько раз езжу. Так, ну все, я в родных пенатах. А, не в ту сторону. О. Так, господа, ну что ж, на этом стрим заканчивается. Вечерком, я думаю, мы все-таки штурманем этот лагерь. Закончим квест, надеюсь. Если опять этот толстый не сбежит, точнее длинный. Да, Бишу, все верно, жертвы. Ну, в основном жертвы. Иногда я, конечно, жертва, но по большей части они и жертвы, и они мой доход. Вот. В общем, все, всю мужскую половину с праздником. Всем хороших выходных и вечерком увидимся. Ну, а пока что, пока-пока. И до встречи.